Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот очень красивые, яркие, нарядные и максимально простые в исполнении слитки. Так это у нас будет смотреться, то есть с наружной части ноги у нас будет идти вот такой вот интересный красивый узор. Внутренняя сторона слитков у нас вот просто связана платочной вязкой. Здесь у нас не будет никаких швов по подошве. Нам нужно будет в конце, когда свяжем всю заготовку, сшить только задний шов и вот оформить вот эту переднюю часть. И вот так вот интересно, красиво и нарядно будут смотреться в итоге наши слитки. И теперь смотрите, данные слитки сейчас вот в мастер-классе я буду вязать из пряжи Атрико королевская альпака. То есть вот пряжу Атрико королевская альпака я буду использовать для вывязывания вот этого узора, то есть вот этих цветочков. То есть у меня идет розовый и вот голубой цвет. Метраж у данной пряжи будет идти, смотрите, на 100 грамм 125 метров. По составу пряжа вот будет идти 40% альпака, 40% меринос, 20% антипилинг. Пряжа очень приятная, максимально натуральная, и вот она идет такая очень прочная. Следующую пряжу, которую я буду использовать для вязания вот как раз таки основного полотна, ну вот включая подошву, это пряжа также Атрико, называется Зодиак. Это вот у меня пряжа вот этого бежевого цвета. Значит, здесь у нас получается по составу 50% овечья шерсть, 30% шерсть ягненка и 20% акрил. Также идет пряжа натуральная, и здесь у нас идет вот этот моточек 100 грамм, длина 150 метров. Пряжа, ну несмотря на то, что по метражу она немножечко отличается, но вот в целом по толщине нити, вот в процессе особенно вязания, они идут, ну вот скажем так, максимально похожие между собой. И вот такая красота у нас в итоге должна получиться из вот такой вот пряжи. Пряжа Атрико, Зодиак и королевская альпака. И сейчас свои слитки в мастер-классе я буду вязать на размер ноги 37-38. Но сейчас в любом случае, перед тем, как приступать к вязанию, мы с вами разберемся с принципом вязания этих слитков, так, чтобы вы могли их связать абсолютно из любой пряжи и на любой размер ноги. А сейчас для того, чтобы нам связать эти слитки, вместе мы должны будем связать просто вот такой вот обычный прямоугольник, который мы сошьем и получим вот такую вот красоту. С одной части этого прямоугольника мы будем вывязывать узор, все остальное полотно у нас будет вязаться платочной вязкой. И для того, чтобы связать эти слитки на какой-то другой определенный, именно нужный вам размер ноги, мы должны знать размер нашей ноги в сантиметрах. Сейчас на экране я вам ставлю таблицу, где вы сможете посмотреть, какому размеру какое количество сантиметров соответствует. И, как я сказала, в мастер-классе эти слитки я буду вязать на размер ноги 37-38. И по таблице 37 размер ноги у нас соответствует 23,5 сантиметрам. И 38 размер ноги соответствует 24,5 сантиметров. И здесь у нас сейчас получается, значит, смотрите, 37 размер ноги у нас по таблице равен 23,5 сантиметров. И теперь мы берем от размера нашей ноги в сантиметрах, отнимаем где-то примерно 10% на растяжение полотна. Так как полотно, вязанное спицами, оно идет эластичное и хорошо тянется. И это у нас получается равно 21,15. То же самое я сделала с 38 размером. И здесь у меня получилось 22,05.
То есть сейчас мы с вами, смотрите, должны будем связать прямоугольник. И вот здесь ширина данного прямоугольника должна быть равна, ну, смотрите, где-то примерно 21-22 сантиметра, для того, чтобы получить вот слитки именно на нужный мне размер ноги. Плюс-минус полсантиметра большого значения иметь не будет. Поэтому по этому же принципу вы сможете высчитать, какой ширины вам нужно получить вашу деталь, так, чтобы слитки подошли именно на ваш размер ноги. Поэтому здесь я рекомендую связать образец. Образец можно связать вот просто платочной вязкой, высчитать плотность вашего вязания, то есть посчитать, сколько получается петель в 1 сантиметре. И далее мы берем ширину детали, которую мы должны получить, умножаем на плотность нашего вязания, то есть на количество петель в 1 сантиметре. Тем самым мы рассчитаем, сколько мы с вами должны набрать петель. Но начинать вязание мы будем вот как раз таки с этого края, где у нас вывязывается узор. И поэтому после того, как вы рассчитаете вот здесь, сколько вам нужно набрать изначально петель, я рекомендую это количество петель сразу, скажем так, подогнать под необходимое количество петель, чтобы вписаться в раппорт данного узора. А раппорт вот этого узора у нас будет равен 6 петлям плюс 1 петля для симметрии узора и плюс 2 кромочных петли. Поэтому в процессе набора петель, если, к примеру, вы будете вязать из другой пряжи или ваша плотность будет отличаться от моей, то я рекомендую этот момент также сразу учитывать. И смотрите, ширина моей заготовки я измеряю вот в центре, получается равна, ну вот где-то 21,5 сантиметр. В принципе, та ширина, которая мне и необходимо. И вот здесь этот размер я измеряю. Сейчас мы еще закроем петли. То есть данная высота у нас получается равна 20 сантиметров. Поэтому, друзья, надеюсь, вам нравятся данные слитки, и вы сейчас с удовольствием свяжете их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. Вязать слитки я буду на круговых спицах. Диаметр спиц я взяла 3,5 мм. И обычным способом набора с помощью длинного хвоста на спицы мы сейчас должны набрать количество петель кратное 6, плюс 1 петля для симметрии узора и плюс 2 кромочных петли. Сейчас для своих слитков на спицы я наберу 39 петель. На спицы я набрала 39 петель. И теперь, перед тем, как приступать к вязанию, мы с вами сейчас провяжем нулевой ряд. И сейчас вот первую кромочную петлю я снимаю. И далее в нулевом ряду мы сейчас с вами все петли до конца ряда должны провязать лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей, и это мы с вами провязали сейчас нулевой ряд с лицевой стороны. Вязание я сейчас переворачиваю на изнаночную сторону, и теперь с изнаночной стороны я буду приступать к вязанию первого изнаночного ряда. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее я провязываю 1 петлю изнаночную. И теперь мы будем провязывать 5 изнаночных петель, но перед каждой этой провязанной изнаночной петлей мы будем делать накид. Поэтому делаю накид, провязываю 1 петлю изнаночную, накид, 2 петля изнаночная, накид, 3 изнаночная петля, накид, 4 и накид, 5 изнаночная петля. То есть вот я провязала после кромочной петли 6 петель, которые и будут являться раппортом нашего узора в ширину. Далее вязание у нас повторяется. Мы провязываем сначала просто 1 изнаночную петлю. И теперь следующих 5 петель мы будем провязывать также изнаночными петлями, но сначала делая накид. Накид, 1 петля изнаночная, накид, 2 петля, накид, 3 петля, накид, 4, накид,
5 изнаночная петля. И вот я уже провязала второй раппорт узора в ширину. Так мы сейчас будем вязать до конца 1 изнаночный ряд. И вот в конце ряда я провязала 1 петлю изнаночную, далее 5 изнаночных петель я провязала перед каждой петлей, делая накид. В конце ряда у нас остаются 2 петли. 1 петля симметрии, ее, эту петлю я просто провязываю изнаночной петлей. И последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю также изнаночной петлей. И вязание я сейчас вот переворачиваю на лицевую сторону. С лицевой стороны мы сейчас будем приступать к вязанию второго лицевого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю, после чего провязываю 1 петлю лицевую. Дальше у нас идут 5 петель, перед которыми мы делали накиды. Поэтому сейчас этих 5 петель мы переснимаем с левой спицы на правую, при этом спустив накид. 1, 2, 3, 4 и 5 петелька. Теперь из этих 5 петель мы сейчас будем вывязывать 5 петелек. Поэтому этих 5 петель я возвращаю обратно на левую спицу. И теперь сразу, вот смотрите, за заднюю стенку этих петель я провязываю 5 петель вместе лицевой петлей. Делаю накид. Еще раз этих же 5 петель за заднюю стенку провязываю вместе лицевой петлей. Делаю накид. Это у нас получается провязанные петли, накид, провязанные петли, накид. Это мы как бы уже вывязали 4 петельки. И теперь этих 5 петель еще раз провязываю вместе лицевой петлей. То есть вот из 5 петель я получила 5 петелек. И это я провязала 1 раппорт узора в ширину. Далее вязание мы повторяем. Провязываем 1 петлю лицевую. Теперь 5 петель мы должны переснять на правую спицу, при этом спустив накиды. Петлю снимаю, накид спускаю. 1, 2, 3, 4, 5. 5 более длинных петель я возвращаю обратно на левую спицу. И вот сразу за заднюю стенку этих петель я сейчас провязываю 5 петель вместе лицевой петлей. Получаю 1 петельку. Накид — это 2 петля. 5 петель вместе лицевой петлей, тем самым получаю 3 петельку. Накид — это 4 петля. И еще раз этих 5 петель провязываю вместе лицевой петлей. То есть вот снова из 5 петель я получила 5 петелек. И снова вязание мы повторяем. То есть таким образом мы сейчас самостоятельно довязываем до конца второй лицевой ряд. В конце ряда из 5 петель я вывязала 5 петелек. Далее остаются 2 петли. 1 петлю я провязываю лицевой. И последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной. И это мы с вами провязали сейчас второй лицевой ряд. Вязание переворачиваю на изнаночную сторону. И в изнаночном ряду мы с вами сейчас должны взять нить контрастного цвета. Кончик контрастной нити я сейчас просто прикладываю к краю. И первую кромочную петлю я провязываю лицевой. Далее узор мы будем наш вывязывать в шахматном порядке. Поэтому я сейчас провязываю после кромочной петли 3 петли изнаночных. 1 изнаночная петля, 2 и 3 изнаночная петля. Это идут 3 петли симметрии, получается в 3-м изнаночном ряду. Далее начинается раппорт нашего узора. 1 петля изнаночная. И теперь следующих 5 петель мы должны провязать также изнаночной петлей, но вначале делаем накид. Поэтому накид, 1 петля изнаночная, накид, 2 петля изнаночная,
накид, третья петля, накид. Вот у нас идет 4-я изнаночная петля, накид, 5-я изнаночная петля. 5 изнаночных петель с накидом я провязала. И это я провязала, получается, 1 изнаночная и 5 петель с накидом, то есть раппорт узора, который мы сейчас будем повторять. То есть я провязываю просто 1 петлю изнаночную, и теперь перед каждой следующей петлей, у нас их 5 должно быть, мы должны сделать сначала накид, после чего провязываем 1 петлю изнаночную. Накид, 2-я петля изнаночная, накид, 3-я петля, накид, 4-я изнаночная петля, накид, 5-я изнаночная петля. И вот я уже провязала 2 раппорта узора в ширину. Дальше опять вязание повторяем. Просто 1 петля изнаночная. И снова перед каждой петлей 1 петля, 2, 3, 4, 5. 5 изнаночных петель с накидом я снова провязала. И так мы сейчас должны довязать до конца 3-й изнаночный ряд. В конце ряда я провязала, получается, 5 петель с накидом. Далее у нас остаются, смотрите, 1 изнаночная петля, 2-я, 3-я и 4-я изнаночная петля. То есть здесь в начале ряда у нас также шли 3 изнаночных петли, плюс мы провязали 1 петлю изнаночную также, которая относится к раппорту узора. То есть кромочная 4 изнаночных, и дальше пошли петли с накидом. Здесь также петли с накидом, далее 4 петли изнаночных, и последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной петлей. То есть наше вязание и начинается, и заканчивается абсолютно одинаково. Вязание переворачиваю на лицевую сторону. Приступаем к вязанию 4-го лицевого ряда. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее я должна провязать 4 петли лицевых. 1 лицевая петля, 2, 3 и 4-я лицевая петля. Теперь следующих 5 петель мы должны переснять. Получается, с левой спицы на правую, при этом спустив накид. 1, 2, 3, 4 и 5. Этих 5 петель мы возвращаем обратно на левую спицу. И из этих 5 петель мы должны вывязать 5 петелек. Лицевая, накид. За заднюю стенку 5 петель вместе лицевой петлей, накид, и еще раз этих же 5 петель провязываю вместе лицевой петлей. Далее я провязываю 1 петлю лицевую, и опять 5 петель снимаем на правую спицу, при этом спустив накид. 3, 4, 5. 5 петель возвращаю обратно на левую спицу. И теперь из этих 5 петель мы будем вывязывать 5 петелек. За заднюю стенку петель я провязываю 5 петель вместе лицевой петлей, накид. Этих же 5 петель провязываю вместе лицевой петлей, накид. И еще раз 5 петель провязываю вместе лицевой петлей. То есть из 5 петель я получаю 5 петелек. И далее мы повторяем раппорт нашего узора и вяжем, получается, 4-й лицевой ряд до конца. Вот в конце ряда из 5 петель я вывязала 5 петелек. Далее провязываю, получается, 4 петли лицевых. И последнюю кромочную петлю провязываю изнаночной. И вот мы с вами провязали сейчас 4 ряда, которые будут являться раппортом нашего узора в высоту. Если мы сейчас посмотрим на готовые слитки, то здесь у меня провязано 1,5 раппорта узора. То есть мы с вами еще сейчас должны провязать вместе 2 ряда, это 1-й и 2-й ряд основного узора, вот розовым цветом. Поэтому вязание я сейчас переворачиваю, получается, на изнаночную сторону. Сбоку я поднимаю нить розового цвета
И теперь мы, получается, снова вяжем наш узор с первого изнаночного ряда. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой, так как у нас идет присоединение вот нового цвета. Дальше мы начинаем вывязывать раппорт нашего узора. 1 петля изнаночная. И теперь мы должны провязать следующих 5 петель изнаночными, но перед каждой петлей сделать накид. Накид, 1 петля изнаночная, накид, 2 петля изнаночная, накид, 3 петля, накид, 4 петля, накид и 5 изнаночная петля. Далее раппорт нашего узора повторяется. 1 петля изнаночная, и теперь перед каждой петлей, у нас их 5, мы делаем в начале накид, после чего провязываем 1 петлю изнаночную. Накид, 2 изнаночная петля, накид, 3 петля, накид, 4, накид, 5 изнаночная петля. И я уже провязала 2 раппорта узора. Так мы вяжем сейчас до конца. Получается первый ряд 2 раппорта. Итак, я довязала до конца первый ряд 2 раппорта, то есть я провязала 5 петель изнаночных, перед каждой петлей сделав накид. В конце ряда у меня остается 1 петля изнаночная, это петля симметрии, и кромочную петлю провязываю изнаночной петлей. И вязание я переворачиваю сейчас на лицевую сторону. С лицевой стороны приступаем к вязанию. Получается 2 ряда 2 раппорта. Это у нас идет лицевой ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Далее провязываю 1 петлю лицевую. Следующих 5 лицевых петель я должна переснять на правую спицу, при этом спустив накид. 1 петля, 2, 3, 4, 5. 5 этих петель я сейчас возвращаю обратно на левую спицу, и из этих петель я сейчас буду вывязывать 5 петелек. Поэтому 5 петель я провязываю вместе лицевой петлей, делаю накид. За заднюю стенку еще раз этих 5 петель провязываю вместе лицевой петлей, делаю накид. И еще раз 5 петель провязываю вместе лицевой петлей. То есть из 5 петель я вывязала 5 петелек, и вот 6 провязанных петель после кромочной будут являться раппортом нашего узора, который мы сейчас будем повторять. Вяжем 1 петлю лицевую. Следующих 5 петель я снимаю с левой спицы на правую, при этом спустив накид. Далее 5 петель возвращаю обратно на левую спицу, и теперь из этих 5 петель я вывязываю 5 петелек. 5 петель вместе провязываю лицевой петлей за заднюю стенку, делаю накид. Еще раз 5 петель провязываю вместе лицевой петлей, делаю накид. И еще раз 5 петель провязываю вместе лицевой петлей. И вот я уже провязала 2 раппорт узора в ширину. Так мы сейчас должны довязать до конца, получается 2 лицевой ряд. Итак, вот я довязала до конца, получается 2 лицевой ряд, вот 2 раппорта. И теперь нить розового и голубого цвета мы можем уже обрезать. Если вы хотите вот эту боковую часть провязать большее количество сантиметров, вот именно здесь в ширину, то можете провязать, получается, голубым цветом еще 2 ряда. Но мне, в принципе, этой высоты достаточно, поэтому нить голубого и розового цвета я здесь обрезаю. И смотрите, если в сантиметрах высота провязанного участка у нас получается равна, ну, смотрите, примерно 4 сантиметра. Давайте измерим на готовом слитке. Ну да, где-то примерно около 4 сантиметров вот этот цветной участок у нас провязан. Теперь мы с вами берем нить контрастного цвета. Для вязания вот дальше остальной части слитка я буду использовать пряжу Атрико, называется она Зодиак. Значит, смотрите, еще раз, метраж у данной пряжи будет идти на 100 грамм 150 метров.
И по составу 50% овечья шерсть, 30% шерсть ягненка и 20% акрил. И мне кажется, вот слитки из данной пряжи получатся очень теплые. И даже по самой нити, вот если ее сейчас вот попробовать оторвать, нитка идет такая прям очень-очень плотная, и порвать руками ее прям невозможно. Поэтому я думаю, слитки из данной пряжи будут вот хорошо вести себя в носке и не будут протираться. Поэтому я вот как раз беру сейчас нить контрастного цвета вязания, я переворачиваю вот изнаночной стороной вверх. Вот так как закончили вязание мы вот именно с этой стороны. Теперь кончик этой контрастной нити я просто прикладываю к краю, первую кромочную петлю провязываю лицевой, так как у нас идет смена цвета. И сейчас мы с вами вот здесь с изнаночной стороны провяжем нулевой ряд. И здесь, в этом нулевом изнаночном ряду, мы все петли до конца ряда сейчас должны провязать изнаночными. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей, и вязание я переворачиваю сейчас на лицевую сторону. И теперь дальше мы будем продолжать вязать наше полотно платочной вязкой, то есть и в лицевом, и в изнаночном ряду мы будем провязывать все петли лицевые. Поэтому первую кромочную петлю я снимаю, и далее в этом лицевом ряду мы все петли до конца ряда сейчас должны провязать лицевыми петлями. Кромочную последнюю петлю в лицевом ряду я провязываю изнаночной петлей, кончики подтягиваю, вязание переворачиваю на изнаночную сторону. И теперь с изнаночной стороны первую кромочную петлю я снимаю, и далее все петли до конца ряда я сейчас буду провязывать лицевыми. То есть, провязывая все петли лицевыми, у нас сейчас будут образовываться вот платочные дорожки. И таким образом мы сейчас самостоятельно, провязывая все петли лицевые и в лицевом, и в изнаночном ряду, вяжем всю необходимую ширину полотна. Ширина полотна у нас должна быть где-то примерно 19-20 сантиметров на ногу, скажем так, не сильно широкую. Если нога широкая, то вы можете провязать ширину этого полотна где-то 20-22 сантиметра. Поэтому сейчас самостоятельно вот я провяжу платочной вязкой вот эту необходимую ширину детали. Далее подключусь, измерю провязанный участок в сантиметрах, посчитаю, сколько это у меня получилось в провязанных платочных дорожках, и мы вместе с вами приступим к сшиванию наших слитков. Итак, вот после вывязывания основного узора я провязала необходимую высоту полотна, вывязывая просто обычную платочную вязку. И здесь, смотрите, от вот этого узора всего у меня провязано 30 платочных дорожек, то есть высота данного полотна. Но в первую очередь мы ориентируемся на количество провязанных сантиметров. Вот что касается высоты. И эта высота у нас сейчас равна, ну вот смотрите, в ровном не растянутом виде, вот где-то вот 20 сантиметров. Теперь мы должны закрыть петли края и сшить наш следок. Поэтому закрывать петли я буду следующим образом. Во-первых, заготовку я держу лицевой стороной вверх. И первую кромочную петлю я снимаю. Далее я провязываю одну петлю лицевую. Петля, которая вот первая переснятая, я ее, эту петельку, протягиваю и спускаю. И опять одна петля лицевая, петля, которая была расположена на правой спице, эту петлю я протягиваю и спускаю. При закрытии петель края мы стараемся контролировать натяжение этих петель так, чтобы вот этот край был не сильно туго перетянут, поэтому петли мы туго не затягиваем. То
То есть вот провязала, протянула, спустила, провязала, протянула и спустила. Петли вот туго мы не затягиваем. Так мы закрываем все петли этого края до конца. И вот в конце у меня осталась последняя петелька. Эту петельку я сейчас вытаскиваю подлиннее, и спицы мы можем уже отложить. Теперь смотрите, когда мы будем вязать следок для первой ноги, эта нить нам точно понадобится вот для того, чтобы сшить заднюю часть наших следков. Но для второго следка мы сейчас сначала должны посмотреть, какие нити нам могут понадобиться. Все остальные кончики нити я рекомендую спрятать до того, как мы приступим к сшиванию следков. Значит, смотрим на готовый следок. Данный вот следок у меня получается связан на левую ногу. Соответственно, этот следок я сейчас должна оформить так, вот этот узор, чтобы он у меня шел на правую ногу. Поэтому получается вот этот узор у меня вот должен располагаться, получается, с правой стороны. Если заготовку я буду держать вот изнаночной стороной вверх, вот мы сейчас будем сшивать следок, и узор как раз таки будет с правой стороны. Поэтому здесь, смотрите, это будет идти, соответственно, задняя часть наших следков. Мы будем сначала сшивать задний шов. Но здесь розовая нить у меня достаточной длины, но единственное, я бы хотела сшить вот нитью бежевого цвета, поэтому этот розовый кончик нити я здесь все-таки сейчас спрячу. Здесь мы сейчас будем оформлять мысок, поэтому в принципе вот эти все кончики нити, которые здесь у нас есть, наверное, мы все-таки спрячем по изнаночной стороне. Далее возьмем новую ниточку от моточка, и этой нитью мы оформим переднюю часть, мысок у наших следков. Поэтому получается, для второго следка никакой из кончиков здесь мне сейчас не понадобится, поэтому я иду самостоятельно, прячу все кончики нитей, далее подключаюсь, и мы с вами вместе приступим к сшиванию следков. Итак, я спрятала все кончики по изнаночной стороне, и теперь вот как я говорила, заготовку следка я держу изнаночной стороной вверх, и я оформляю следок для правой ноги, поэтому узор у меня расположен сейчас вот именно, если изнаночной стороной вверх заготовка лежит, узор расположен с правой стороны. Соответственно, на второй следок идет все наоборот. То есть вот изнаночной стороной заготовка лежит вверх, и узор расположен с левой стороны. И теперь вот эта часть, которая ближе ко мне, это будет идти задняя часть, ну вот там, где у нас идет пятка. И заготовку следка вот я складываю ровно пополам, вот именно лицевой стороной наружу. И теперь мы будем сшивать наш следок. Я вот сюда в край бежевый вставляю нить, с изнанки вывожу эту нить на лицо, в самый край. Никаких закрепляющих узелков я не делаю, просто вот кончик оставляю и кладу его в изнаночную сторону. Так, и теперь вот приступаю к сшиванию. Здесь также в розовый край иголку вставляю также к себе. Вот, и теперь мы приступаем дальше сшивать наш шов. И прошивать этот шов я буду, получается, за первую петлю от платочной дорожки, вот именно с этой стороны, там, где у нас идут платочные дорожки. То есть вот первая платочная дорожка и первая петля. Иголку вставляю справа налево. С одной стороны иду на сторону, которая ближе сюда. И здесь просто кромочную петлю я пропускаю, и здесь где-нибудь вот после кромочной петли за край вставляю иголку справа налево с другой стороны. На эту сторону иду, вторая платочная дорожка и первая петля. Справа налево вставляю иголку с этой стороны, и здесь вот кромочную петлю пропускаю, и вот сразу после кромочной петли в край вставляю иголку справа налево с другой стороны. Здесь третья платочная дорожка. Иду на сторону, которая ближе здесь, и вот в голубую часть иголку вставляю справа налево.
То есть таким образом мы сейчас прошиваем всю длину этого шва, вставляя иголку справа налево, сначала с одной и затем с другой стороны. То есть вот узор у нас закончился, теперь у нас пошли только платочные дорожки, поэтому здесь вот за платочную дорожку первую после кромочной петли иголку вставляю справа налево, сначала с одной и вот затем с другой стороны. Итак, вот я прошила длину вот нашего шва. Здесь вот у меня остался небольшой уголок, ну вот примерно сантиметр-полтора здесь где-то в длину. Теперь, смотрите, этот шов мы потянем, убедившись в том, что нигде ничего не перетянуто, после чего кромочные петли этого уголка я сейчас вот нанизываю на иглу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ну и вот где-то примерно 8 петелек. И теперь этот уголок я буду стягивать для того, чтобы здесь вот пятка имела такую более округлую форму. При этом шов должен быть эластичный и не перетянут. Теперь несколькими стежками этот уголок я сейчас прошью, тем самым закрепив нить, после чего эту нить мы можем вывести в изнаночную сторону. Ниточку я здесь обрезаю, в конце нам нужно будет спрятать этот кончик нити. И теперь сразу вот этой же нитью бежевой я буду оформлять переднюю часть наших следков. Для этого, значит, смотрите, вот если я примерю на вот нашу ногу следок, вот у нас идет наша заготовка. Так, теперь мы должны фактически отрегулировать нашу эту заготовку по ширине, так, чтобы она хорошо и комфортно подходила именно на вашу ногу. То есть мы берем, как бы вот сзади одеваем нашу деталь, и вот спереди мы регулируем вот этот уголок. То есть вот мы сейчас должны будем прошить вот этот участок. Но, я говорю, здесь рекомендую его отрегулировать вот именно по ширине, потому что здесь можно так это прошить, можно, если у вас нога узкая, наоборот, больше этот угол завернуть, так? Поэтому сейчас для начала мы с вами должны будем вот этот край стянуть. Здесь мы сейчас для этого берем вот два края, где у нас идет мысок, складываем между собой, для того, чтобы вот отмерить вот ширину вот этого узора с обратной стороны. И это у меня идет, ну вот где-то вот до сюда. То есть вот этот угол мы с вами будем стягивать. Я беру нить вот бежевого цвета. И вот смотрите, получается кромочные петли этого вот угла я нанизываю также сейчас на иглу. Это у меня получается 1, 2, 3, 4. Вот у меня получилось здесь 21 петля нанизана на иглу. И теперь вот эту часть мы берем, во-первых, стягиваем. И вот завязываем здесь узелок. 1, 2. Первый узел у меня идет двойной. Хорошенечко здесь все подтягиваю, завязываю второй узелок. Короткий кончик нити я оставляю в изнаночной стороне. Так, и теперь мы будем вот прошивать вот этот угол. Также смотрите, в принципе, что можно сделать: примерить следок на ногу. Также вот это отрегулировать по ноге, если необходимо контрастной бросовой нитью вот наметать этот угол, который мы должны сшить, и после чего приступить к сшиванию. Ну вот я сейчас это могу сделать в принципе на вот нашем вот этом манекене. Но повторюсь, если, к примеру, понятно, на ноге вы сшивать это не будете, мы примеряем, регулируем и
вот, допустим, черной нитью, вот мы можем прошить большими стежками 2 края, тем самым зафиксировать этих 2 края полотна, после чего аккуратно нитью сшить уже, скажем так, такой чистовой вариант вот именно этого шва. Ну, а я сейчас вот примеряю на ногу и сразу вот приступаю сшивать вот этих 2 угла. То есть вот таким вот образом складываю. И теперь сшиваю 2 угла по лицевой стороне. То есть здесь уже можно этот уголок сшивать любым удобным для вас способом. Самое главное, чтобы это было красиво, аккуратно и максимально незаметно. Так, угол этот я прошила, и теперь можно еще вот прошить вот здесь дальше 2 края полотна, сделав так вот здесь, чтобы вот это отверстие, куда мы будем вставлять ногу, оно, вот это отверстие должно быть в ширину где-то примерно, ну, около 11 сантиметров. Поэтому если вот здесь у нас, видите, остается это расстояние больше, для того, чтобы следок хорошо держался на ноге, мы дальше вот просто берем и прошиваем вот 2 края полотна между собой, тем самым отрегулировать этот участок так, чтобы следок хорошо держался на ноге и чтобы это отверстие было такое минимальное. Главное, чтобы в это отверстие хорошо и комфортно проходила нога. И вот я сшила и 2-й следок, и вот такая вот красота в итоге у нас с вами получилась. То есть следки идут максимально простые, вяжутся из обычного прямоугольника. За счет вот этого узора смотрится очень интересно, красиво и оригинально. То есть вот у нас 2 следочка полностью готово. То есть видно 1 следок для левой ноги, 2-й следок для правой ноги. Никаких швов по подошве, сшиваем только заднюю часть. И при необходимости можно этот край обвязать крючком, но здесь вы уже регулируете этот момент самостоятельно. Если будет проблема с тем, что следки будут плохо держаться на ноге и спадать с пятки, то в этом случае можно будет сделать обвязку крючком. Поэтому, друзья, надеюсь, данный мастер-класс был для вас полезным и понятным. Поэтому обязательно поддержите это видео пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал. Сейчас мы с вами будем прощаться. До новых встреч и всем пока-пока!